Привет, друзья! Сейчас расскажу интересную историю про путешествие в Европу. Началась она несколько дней назад на прекрасном острове. Жизнь на нашем острове прекрасна. Море, солнце, замечательные, добрые люди, вкусная еда. Но душа просит приключений. А не поехать ли нам в Берлин, возложить цветы к памятнику воину-освободителю? Сейчас посмотрю билеты. К сожалению, прямых рейсов до Берлина на сегодня нет, но есть борт до Цюриха, Швейцария. Я думаю, как всегда, долетим до Швейцарии, а там на месте разберемся. Европа невелика, можно хоть пешком дойти. Так что погнали! Вот я и в Цюрихе. Наконец прошел паспортный контроль. Пока, кстати, стоял в очереди на паспортный контроль, познакомился с ребятами из Косово и Словении. Также потом встретил русских. Наших братьев здесь полно. С первых же часов в Швейцарии я попал в интересную ситуацию. Оказалось, что интернет ни на одной из моих сим-карт не работает. Ну, бог с ним. Без интернета я добрался до того места, где я арендовал квартиру. Но оказалось, что хозяина здесь нет. Ключи лежат в специальном ящике, где надо вводить код. И оказалось, что кода у меня тоже нет. И с агентом я связаться не могу, потому что нет интернета. Я зашел в тайское кафе, но оно, к сожалению, без Wi-Fi. Поел том-ям, и сейчас сижу, думаю, что делать дальше. Как всегда, помощь пришла от совершенно посторонних людей. Работники кафе, тайки, поняли мою ситуацию, делились со мной интернетом. И сейчас я связался со своим агентом и жду ответа от администратора моей квартиры. Надеюсь, скоро я пойду в свою квартиру в Цюрихе, в Швейцарии. Вот в этих ящиках лежат ключи от квартиры, нужно ввести код. Сейчас я получил код своего агента, ввожу и иду в апартаменты. Итак, наша квартира представляет собой студию. Одна комната, небольшая кухонька. Находится в 20 минутах ходьбы от центра города. Друзья, недалеко от центра города, который занимает первое место в мире по уровню жизни, стоит каких-то 120 евро. Прилетев в Цюрих, я разместился в своей квартире и отправился гулять по городу. Цюрих является крупнейшим городом Швейцарии и одним из его культурных и экономических центров. Город был основан более 1000 лет назад и имеет богатое историческое наследие. Он расположен на северном побережье Цюриховского озера и окружен живописными природными пейзажами, включая леса и альпийские горы. Здесь вовсю работает система раздельного сбора мусора. Я насчитал 9 баков для различных 9 видов отходов. Стекло, металл, пластик, бумага и тому подобное. Есть даже ящик, он собирает текстиль, ткань. Цюрих известен своими историческими памятниками, музеями, художественными галереями, архитектурными достопримечательностями и культурными событиями. Также он является важным финансовым центром и местом для множества мероприятий и фестивалей, привлекая туристов со всего мира. Недалеко от моей квартиры есть прекрасная смотровая площадка Монте ди Гельман. Здесь тишина, спокойствие, все как в деревне. Люди сюда приходят расслабиться, посидеть, отдохнуть, послушать тишину, посмотреть с высоты на прекрасный город Цюрих. На
бордюры в Цюрихе можно заезжать абсолютно легально. Даже имеется разметка. В Швейцарии, да и вообще во всей Западной Европе, люди в первую очередь любят себя, а также уважают окружающих людей и свою страну. И поэтому заботятся о ее благосостоянии. Именно поэтому эти города первые в мире по качеству жизни. Особенность местных парков. С одной стороны, здесь похоже на дикую природу. Грунтовые дорожки, трава не везде скошена, кое-где растут кусты. Но с другой стороны, здесь настолько чисто и приятно, что здесь хочется остаться и сидеть весь день. И чувствую, что люди любят это место и заботятся о нем. Зашел купить немножечко воды, редбула. Короче, вода с редбулом вышла мне в 10 швейцарских франков. Ну, около 10 евро. Центральный вокзал Цюриха – это огромный транспортный узел в Швейцарии и Западной Европе. Своими 26 платформами он обслуживает впечатляющий поток пассажиров, достигающий 500 000 человек в день. Этот вокзал не просто станция, это живое дыхание города и ключевой узел в железнодорожной инфраструктуре региона. Везет на спортивное мероприятие. Зашел посмотреть вокзал, а тут соревнования по кроссфиту. Улица Банхофштрассе. Очень популярная улица в Цюрихе, особенно среди туристов, потому что здесь огромное количество бутиков. И эта улица является одной из самых роскошных и дорогих улиц в мире. Это витрина мира моды и изысканности, притягивающая состоятельных людей и любителей элитных брендов со всего мира. Под землей улицы Банхофштрассе находятся банковские хранилища. Что, попробуем местную кухню. Не нашел кафе, сел на лавочке тут. Было вкусно. Вышел мне такой обед 15 евро. Это не только торговая улица, но и памятник архитектурной красоты. Среди блеска роскоши встречаются уникальные архитектурные шедевры, напоминая о богатой истории Цюриха. То, что мы называем богатством, для местных жителей это норма. Это норма нормальной жизни. В чем заключается уровень жизни страны? В том, что все граждане живут плюс-минус одинаково хорошо. А чем отличаются страны третьего мира? На одного миллиардера приходится 1 миллион нищих. Цюрих – это город с самым высоким уровнем жизни в мире. Несколько раз его жители признавали самыми счастливыми на земле. Александр Солженицын, который был депортирован из Советского Союза, жил в Цюрихе в течение 2 лет. Также здесь, на улице Шпигельштрассе 14, проживал Ленин. В городе функционирует более 1200 фонтанов. Их воду можно пить. Швейцария – одна из стран с самой чистой питьевой водой. Кстати, вода здесь стоит 5 евро. Чтобы не тратиться, берем вон из фонтана. Нормально. В Цюриховском университете подготовлено 20 нобелевских лауреатов. Здесь написали свои диссертации Конрад Рентген и Альберт Эйнштейн. Сейчас поедем в круиз по Цюриховскому озеру. Такой круиз стоит 9 франков. Цюриховское озеро, расположенное на высоте 406 метров над уровнем моря, это настоящее природное чудо. Озеро простирается на 40 километров в длину и имеет ширину от 1 до 4 километров. Это не просто водная поверхность, это бескрайний мир приключений и умиротворения. Его кристально чистые воды приглашают к плаванию и водным видам спорта, а живописные берега создают идеальные условия для пикников и прогулок. Сейчас у нас очередная остановка. Всего за поездку мы уже останавливались раз 5.
Закончилась наша поездка. Шла она около 2 часов. Я думаю, оно того стоит. Смотрели Цюрихское озеро. Все, надо двигаться дальше. Цюриховский оперный театр имеет долгую историю, которая берет начало в 1834 году. Это здание является не только местом культурных событий, но также шедевром архитектуры. В его стиле преобладает неоклассика, а на фасаде можно увидеть бюсты классических немецких композиторов. Еще одно. Здесь в свое время работал Рихард Вагнер. Это придает театру особый статус. А не заглянуть ли нам в местный магазин? Если вы думаете, что сейчас цены поднимаются и все стоит очень дорого в магазине, то посмотрите на цены в Швейцарии и успокойтесь. Ну что я могу сказать? Цены, конечно, высокие. Или просто для нас они высокие. Для местных людей это норма. Взял шоколадок на подарки, хамона, сыра на вечер. Идем домой, переодеваемся и переходим к вечерней программе. Лангштрассе славится своей непревзойденной ночной жизнью, став местом, где встречаются разные культуры и желания. Эта улица, нередко называемая местным кварталом красных фонарей, притягивает тусовщиков и искателей приключений со всего мира. Как Банков-штрассе – это улица роскоши, так Лангштрассе – это улица ночных развлечений и разврата. Девчонки здесь стоят прямо на улице, ничего не стесняясь. Проституция официально разрешена в Швейцарии. Такое чувство, что иду по сказочному городу, а вокруг меня стоят домики эльфов и гномов. Цюрих – это дом самых больших церковных часов в Европе. Эти величественные часы украшают старинную церковную башню, расположенную в самом центре старого города. Этот исторический памятник является частью церкви Святого Петра и служит символом вековой традиции исчисления времени. Собор Гроссмюнстер – визитная карточка города Цюриха, узнаваемая благодаря 2 величественным башням-близнецам, которые возвышаются над городом. Ульрих Цвингли был влиятельным швейцарским реформатором XVI века, который сыграл ключевую роль в формировании протестантской реформации в Швейцарии. Его теологические взгляды и проповеди о возвращении к истокам христианства оказали значительное влияние на ход религиозных изменений в Швейцарии и других европейских странах. В Цюрихе тоже есть блошиный рынок. Цюрих – это место, где ты чувствуешь себя спокойно, уверенно, чувствуешь, что у тебя все будет хорошо. В общем, здесь приятно находиться, сюда приятно приезжать. Не знаю, как насчет жизни здесь, но приехать, погулять, отдохнуть – просто шикарно. Цюрих – прекрасный город, но нам нужно двигаться дальше, в глубину Альпийских гор.